Привет, 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 песеры, с вами Морж. Конечно же, я не мог обойти Ансу Фати своим вниманием и ловите быстрый обзор на него. Сейчас можно его поймать в паках, которые на данный момент у нас присутствуют. Называются они Fans Choice. Я бы назвал их командой года, потому что это действительно реально команда года по выбору игроков. Нереально крутые паки, и тут стоит игроков половить. 89 он имеет на первом уровне, 100 имеет на максимальной прокачке, правая нога рабочая и 178 сантиметров. Что ж у него тут хорошего? Давайте сначала, как всегда, пробежимся по статам. Идеальный контроль мяча, идеальная скорость дриблинга, идеальное удержание и, главное, идеальная реализация. Для левого нападающего это практически нонсенс у нас в игре. При этом классное умение атаковать. Есть и пас низом, пас навесом похуже. Великолепнейший баланс, просто 99. Скорость и ускорение, опять же, все по 99. К сожалению, 2-3 слабая нога, было бы 3-3, было бы получше. Прыжком, к сожалению, опять же, не обладает и особо головой не играет. Но есть классная подкрутка. Штрафные не бьет, в защиту особо не умеет, да оно ему и не надо. По навыкам есть ножницы, обводка двойным касанием, эластика, сомбреро, проброс между ног с разворотом, удары с наклевом, игра пяткой, пасы в разрез, подкрутка шведкой и слепой пас. Вроде набор с одной стороны неплох, с другой стороны, я думаю, вы тоже уже видите, какие проблемы у нас в навыках. Но мы переходим на поле, и обо всем этом буду рассказывать подробнее. Итак, Ансу Фати, молодой талант из Барселоны, таких заслуг, как у Холланда, у него на данный момент нет. Тем не менее, Барса возлагает на него огромные надежды, и не зря после ухода Месси ему отдали 10-й номер. А это все-таки что-то да значит. Десятки Барселоны — это штука легендарная. Значит, пока что за Барселону наиграл он 34 матча, отметился 14 раз, и за сборную Испании, в которой он уже вызывался, 4 матча и 1 гол. Других особо заслуг в принципе пока что нет. Тем не менее, ему пророчат просто нереальное будущее. Ну и PES, так как у нас прокачка идет от возраста игрока, плюс Барселона — это у нас партнерский клуб, плюс Фати у нас уже на заставке PES. Сами понимаете, карточки ему делать будут просто потрясающие. Что хочется сказать по статам, по ним мы пробежались. Практически, но я все эти статы на поле почувствовал. Вот реально нарисованностью тут и не пахнет. Неимоверно разрывает фланг и неимоверно реализует. Конечно, игрок не без минусов. У нас нет, в принципе, игроков без минусов. Тем не менее, не только поклонникам Барселоны я советую его ловить, я уверен, он вас не разочарует. Дичайшая, вот просто дичайшая реализация для крайнего нападающего. Вы сами знаете, я там превозносил Салаха, у которого где-то 95, здесь 98, ну это просто космос. Реализует Фати действительно очень круто, хоть где-то в каких-то моментах, может, чуть-чуть не хватает силы удара. Но вот, пожалуй, по силе удара я бы сказал, что есть слегка нарисовка. Тут как бы 93, при том, что 93 из 99, сами понимаете. Тем не менее, мне кажется, на 93 он не бьет, где-то там 87, может 85, вот где-то так. По скорости ускорения неимоверные показатели, отрывается от любых защитников. Главное, чтобы его не толкнули, потому что корпуса всего лишь 73, при этом рост 178, мягко говоря, это не богатырь, вообще не богатырь. И плечо в плечо он может отлетать и от крайних защитников, которые тоже, в принципе, классной физикой у нас не отличаются. Пас низом вполне себе неплох, пас навесом похуже, и конечно, от него хотелось бы пас навесом получше, чем 85. Ведь не всегда левый вингер выходит на, собственно, ударную позицию, а иногда нужно подавать. 85 здесь маловато. Таких радиоуправляемых передач, как у того же Феррера или условного Салахамиджича, от него ожидать не стоит. Подкрутка на уровне вполне себе. Подкруткой забивать очень удобно. Сейчас вы как раз гол подкруткой и видите. Да и, в принципе, подкрутка в нашей игре штука имбовая в 21 части. Часто ее используют и часто, собственно, это все залетает. Штрафные не бьет, ну и хрен с ним, как говорится. Вот, у нас достаточно много игроков, которые прекрасно исполняют штрафные, поэтому этот навык я не считаю прям сильно особо важным. В защиту, само собой, не умеет, ну, опять же, не от него требовать этих показателей. Жалко, что не играет головой. Прыжок 80 и игра головой 73 все же маловато будет. Хотелось бы чуть побольше, потому что все-таки левые нападающие иногда выходят на ударные позиции головой,
цифровой, и тут хотелось бы, ну, чуток, чтобы статы были хотя бы там, не знаю, по 85, было бы неплохо. При этом, конечно же, потрясающий дриблинг, при этом потрясающий, конечно же, баланс. Здесь это стоит выделять. По навыкам, вот здесь, наверное, кроется самый большой минус лично для меня. Смотрите, у него есть проброс между ног с разворотом, максимально крайне редко используемый финт. Далее обводка двойным касанием отлично, эластика нахрен не надо. Также есть ножницы, тоже максимально редко используемый финт. И сомбреро, крайне ситуативный финт. Я не знаю, в 50 матчах, может быть, один раз у меня сомбреро проходит. То есть аж 5 финтов. На самом деле это очень много. Чего ему не хватает, ну как по мне, по крайней мере, это удара без подработки. При такой-то реализации удар без подработки был бы прям самое оно. И, пожалуй, я бы добавил ему что-нибудь типа... как он называется, точность подач. Да, точность подач, при том, что пас навесом не самый большой, вот точность подач бы его компенсировала, и было бы все достаточно неплохо. По слабой ноге 3-2, ну, лучше, чем 2-2, но и не 3-3, и не 4-4, к сожалению, здесь не без минусов. Также физическая форма 5 не слишком вдохновляет. Конечно, когда вы играете в матчдей за Барселону или сборную Испании, это никакой роли играть не будет, но все же в обычных матчах тоже хотелось бы, чтобы он был на хороших стрелках. Если же подводить какой-то итог по этой прекрасной карточке, она действительно прекрасна. Реально, в этот четверг команду, ну, уже не в этот, да, пока еще в этот четверг, да, Konami нам выдала просто нереальную команду года, просто неимоверно топовые карточки, у нас есть, ну, я считаю, что минимум месяц, чтобы понаслаждаться игрой за них. Фати ловить явно стоит, даже если вы не поклонник Барселоны, пусть это не такой ультимативный игрок, как тот же условный Холланд или Криштиану Роналду, ну, тут и позиция как бы немножечко другая. Вот, но свои 9 из 10 он у меня вполне бы заслуживал. Быстрый, резкий, верткий, с охренительной реализацией, в принципе, с неплохим набором навыков, если вы играете финтами вообще с хорошим, ну, тут, конечно, 5 финтов, но остальные навыки, в общем-то, по делу. Был бы еще удар без подработки, возможно, и 9,5 бы он свои заслуживал. Я уверен, вы будете им не разочарованы, и я с удовольствием почитаю ваше мнение в комментариях. Вы знаете, комментарии я читаю, на комментарии я отвечаю. И вы имеете шанс высказать свое мнение, которое прочитают другие люди, возможно, с вами поспорят, возможно, не поспорят, возможно, во всем согласятся. Мне кажется, взаимодействие с аудиторией — это очень-очень важно в нашей игре. Что ж, на этом буду потихонечку заканчивать. Еще на многих игроков обзоры у меня будут. Тут на 27 дней у нас в четверг как бы стартанул пак, поэтому пока пак есть и пока люди имеют шанс поймать этих игроков, нужно делать обзоры, нужно высказывать свое мнение. Я знаю, что вы его ждете, за это я вам очень даже благодарен. На этом прощаюсь, как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.